Мир, в котором мы живем, часто кажется холодным и равнодушным. В суете больших городов, среди шума машин и бесконечного бега за успехом, мы перестаем замечать тех, кто тише всех просит о помощи. Но иногда судьба сплетает пути двух существ так тесно, что даже смерть и тяжелая болезнь не в силах разорвать эту связь. Говорят, что животные не умеют говорить, но их глаза способны поведать истории, которые не опишешь ни в одной книге. Это история о маленьком существе, которое потеряло все, кроме надежды, и о человеке, чье сердце оказалось достаточно большим, чтобы увидеть красоту там, где остальные видели лишь уродство. Осень в том году выдалась особенно суровой. Пронзительный ветер срывал последние листья с деревьев, а бесконечный дождь превращал городские окраины в серое, липкое месиво. Именно в такой день Алексей возвращался домой через заброшенную промышленную зону. Он не знал, почему выбрал этот путь, но что-то внутри заставило его свернуть с привычного маршрута. Среди груды строительного мусора и старых бетонных плит он услышал звук. Это не был лай или скуление, это был едва различимый хрип, звук угасающей жизни. Подойдя ближе, Алексей замер. В грязи, дрожа от невыносимого холода, лежал крошечный щенок. На первый взгляд казалось, что это просто грязный комок шерсти. Но когда малыш поднял голову, Алексей встретился с ним взглядом. В этих глазах не было страха, только бесконечная усталость и мольба о том, чтобы этот кошмар поскорее закончился. Щенок был крайне истощен. Его ребра отчетливо проступали сквозь кожу, а тело было покрыто странными язвами. Было очевидно, что малыш болен уже давно и провел на этой свалке не один день. Алексей, не раздумывая ни секунды, скинул с себя куртку, бережно завернул в нее дрожащее тельце и прижал к себе. В тот момент он еще не знал, что эта встреча изменит жизнь их обоих. Принеся щенка домой, Алексей сразу же обустроил ему место возле теплой батареи. Он назвал его «Малыш». Первые часы были самыми сложными. Малыш отказывался от еды, его тело сотрясала лихорадка. Алексей грел воду, пытался поить его из пипетки и не отходил от него ни на шаг. «Ничего, маленький, мы справимся», — шептал он, поглаживая щенка по голове. Алексей искренне верил, что домашний уют, качественная еда и забота сотворят чудо. Он обрабатывал раны антисептиками, покупал самые дорогие витамины, но состояние малыша не улучшалось. Напротив, язвы начали распространяться, а шерсть стала выпадать целыми клокаками. Малыш таял на глазах, становясь похожим на тень самого себя. Алексей чувствовал отчаяние. Он понимал, что его знаний и сил недостаточно. Болезнь, поразившая щенка, была слишком коварной. В одну из ночей, когда дыхание малыша стало совсем прерывистым, мужчина понял: завтра может быть поздно. В ветеринарном центре пахло антисептиком и тревогой. Врач долго и молча осматривал малыша, хмурясь и качая головой. Диагноз прозвучал как приговор. Запущенная форма демодекоза, осложненная вторичной бактериальной инфекцией
и крайним истощением иммунной системы. «Мы сделаем все возможное», — сказал ветеринар, «но состояние критическое. Лечение будет долгим, болезненным, и, честно говоря, я не уверен, что его организм выдержит. Даже если он выживет, инфекция повредила волосяные фолликулы настолько глубоко, что шерсть, скорее всего, больше никогда не вырастет. Он останется голым на всю жизнь». Алексей смотрел на маленькое существо, лежащее на металлическом столе. Малыш выглядел жалко. Розовая, воспаленная кожа, пятна, отсутствие привычного собачьего облика. Но в его глазах все еще горел тот самый огонек жизни. «Лечите», — твердо сказал Алексей. «Я оплачу любые счета, только спасите его». Следующие недели превратились в бесконечный цикл капельниц, уколов и лечебных ванн. Малыш остался в стационаре клиники. Алексей навещал его каждый день после работы. Он приносил ему любимые лакомства, хотя малыш почти не ел. Самым тяжелым было видеть, как другие люди, приходившие в клинику со своими породистыми питомцами, с брезгливостью отворачивались от клетки малыша. Но малыш оказался настоящим бойцом. Медленно, шаг за шагом, болезнь начала отступать. Раны затянулись, кожа приобрела здоровый оттенок, а в движениях появилась былая уверенность. Однако пророчество врача сбылось. Шерсть так и не появилась. Малыш превратился в необычного пса, совершенно лысого, с кожей, напоминающей на ощупь бархат. Когда активная фаза лечения закончилась, Алексею пришлось столкнуться с суровой реальностью. Из-за затяжного кризиса и личных обстоятельств он временно потерял возможность содержать собаку в съемной квартире, где хозяева поставили жесткий ультиматум. С тяжелым сердцем он обратился к волонтерам, которые пообещали найти малышу лучший приют и в конечном итоге новую семью. Алексей верил, что такого доброго и ласкового пса быстро заберут. Малыша перевезли в приют «Вторая жизнь». Волонтеры сделали красивые фотографии, написали трогательный пост в социальных сетях. Но дни складывались в недели, а недели — в месяцы. В приют приходили десятки людей. Они искали пушистых щенков, статных овчарок или забавных терьеров. Каждый раз, когда потенциальные хозяева проходили мимо вольера малыша, сцена повторялась. «Ой, посмотри, какой странный!» — шептали одни. «Он что, больной?» — спрашивали другие, опасливо отходя подальше. «Нам нужен кто-то симпатичный, а этот, ну, сам видишь», — говорили третьи. Малыш все понимал. Каждый раз, когда к его вольеру подходили люди, он вилял хвостом, подходил к решетке и преданно заглядывал в глаза, надеясь, что именно сегодня его заберут домой. Но люди уходили, а малыш оставался один в своем холодном вольере. Со временем он перестал подходить к дверям. Он просто лежал на своей подстилке, глядя в пустоту. Его сердце, излеченное от физической болезни, теперь страдало от невидимых ран. Ран одиночества и ненужности. Алексей все это время не находил себе места. Он постоянно звонил волонтерам, узнавал о состоянии малыша. Когда ему рассказали, что пса никто не хочет брать из-за его внешности, в душе мужчины что-то оборвалось. Он вспомнил тот дождливый день на свалке, вспомнил, как малыш доверчиво прижимался к нему в клинике. «К черту все», — сказал он себе.
Мы не можем бросить тех, кого спасли. Алексей решил все свои проблемы с жильем, нашел новую работу и в тот же вечер позвонил в приют. Я еду за ним. Пожалуйста, подготовьте документы. Сотрудники приюта знали историю малыша и очень сопереживали ему. Когда Алексей зашел на территорию, одна из волонтеров достала камеру. Она чувствовала, что сейчас произойдет нечто особенное. Алексей подошел к вольеру. Малыш лежал спиной к выходу. «Малыш!» — тихо позвал мужчина. Собака вздрогнула. Этот голос, он слышал его в своих снах. Он слышал его, когда был на грани жизни и смерти. Пес медленно повернулся, словно боясь, что это очередная галлюцинация. Но перед ним стоял его человек, тот самый, который когда-то согрел его своей курткой. То, что произошло дальше, невозможно описать словами без слез. Малыш буквально взорвался радостью. Он издал звук, похожий на плач и смех одновременно. Пес прыгал, крутился волчком, пытался лизнуть Алексея через решетку. Когда дверь вольера открылась, малыш пулей вылетел наружу и повалил своего спасителя на землю, осыпая его лицо поцелуями. Алексей обнимал пса, и по его щекам катились слезы. Ему было все равно, что малыш другой, что у него нет пушистой шерсти. Для него это был самый красивый, самый верный и самый дорогой пес в мире. Эта видеозапись, сделанная волонтером, позже облетела весь интернет. Миллионы людей увидели, что истинная преданность не зависит от внешности. Малыш обрел дом, где его любят не за породу или красивую шубку, а за то, что он есть. Сейчас малыш живет в тепле и уюте. У него есть своя коллекция забавных свитеров, которые Алексей покупает ему, чтобы пес не мерз на прогулках. Но самое главное, у него есть уверенность в том, что его больше никогда не бросят. Эта история — напоминание всем нам. Настоящая красота скрыта внутри, она в способности сострадать, в умении прощать и в верности, которая не знает границ. Посмотрите вокруг. Возможно, совсем рядом с вами тоже ждет своего чуда чей-то малыш, которому не важны ваши богатства, а нужна лишь капля вашего тепла. Если вам понравился данный видеоролик, поставь лайк и подпишись на канал. Мы создаем эти истории, чтобы мир стал чуточку добрее. А также поделись в комментариях, приходилось ли тебе когда-нибудь забирать животных из приютов. Какова была их судьба? Твоя история может вдохновить кого-то совершить самый важный поступок в жизни.